Дальше идет Марс, который является очень интересной планетой и последней из планет земной группы. Что такое земная группа? Это Меркурий, Венера, Земля, Марс. А вот Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, это считаются уже газовые гиганты. Вот. Потому что они состоят из газа, а земная группа состоит, она похожа на Землю, она состоит из камня. Марс, это, его еще называют красной планетой, это, кстати, кто-нибудь знает, почему она красная? Почему Марс красный? Потому что это химический процесс, то есть в грунте Марса там железо, которое окислилось, поэтому Марс красный. И Марс на самом деле очень-очень маленький. То есть он, наверное, размером чуть-чуть побольше Меркурия. Вот у меня же моя есть шпаргалка. Марс, то есть Земля это 6,3, 6,3 тысячи километров, а Марс всего лишь 3,4. То есть Марс где-то в 2 раза меньше, чем Земля. Это достаточно мало, его еще хотят колонизировать. Вот там уже климат достаточно приятный, потому что, днем, естественно, потому что днем там плюс 30 градусов, а ночью минус 130 градусов. То же самое, потому что у него есть атмосфера, то есть уже не 300 градусов, не минус 300, а уже хотя бы минус 130. Это свидетельствует о том, что у него есть атмосфера, но она там маленькая. Да и плюс, по-моему, она большую часть состоит из углекислого газа. Кстати, на Марсе есть самый высокий вулкан в мире, Олимп, который 21 тысяча километров, по-моему. А наш Эверест отдыхает, потому что Эверест это 11 тысяч километров, а марсианский Олимп это 21 тысяч километров. Ой, не тысяч километров, а просто километров. У него 2 спутника, Фобос и Деймос, мы тоже про них говорить будем. Я даже расскажу вам очень интересную легенду про них, не знаю, насколько это правда. Я не особо буду про характеристики говорить, потому что это просто перечисление википедийных данных. Год на Марсе, кому интересно, 686 дней, это 2 земных года. Получается очень интересно то, что по размеру он в 2 раза меньше, но по году он в 2 раза больше. Кстати, по-научному год называется сидерический период. Кстати, у Марса даже есть полярные шапки. Насчет воды, это скорее всего, будет правда, потому что в камнях на Марсе доказано, что есть маленькие кристаллики льда. И даже, возможно, под поверхностью Марса, то есть на поверхности там солнечная радиация, но солнечная радиация, она достаточно крупная, очень мало проникает. То есть она, например, если взять какой-нибудь астероид, казалось бы, астероид должен быть весь радиоактивный, но на астероид один отправили зонд, и оказалось, что больше 2 метров радиация вообще не проникает. Поэтому на Марсе вполне под поверхностью могут быть какие-нибудь простейшие бактерии. Да, это вам не зеленые человечки, но жизнь внеземная.